Всем привет! Многие критикуют украинцев, украинских беженцев, которые находятся в Ирландии, что они не работают, сидят на пособиях и вообще, да, потихоньку деградируют. Но я им сегодня это хочу опровергнуть, и это не просто, да, какое-то мое слово, а это говорит статистика. И я прям удивлен, что большая часть украинцев уже одумалась и начала все-таки суетиться, искать работу, о чем говорит такой сайт, да, который в Ирландии собирает общую статистику и выдает ее потом в полном объеме. То есть это Central Statistic Office, э, вот такая вот специальная организация, которая все собирает, все данные. Я узнал об этом сайте, об этом сервисе недавно. Он в бесплатном доступе, любой человек может перейти и ознакомиться. Тут очень интересно, мы сегодня это обсудим. То есть есть полные данные по украинским беженцам, которые находятся в Ирландии по 2 июня 2024 года. И есть урезанная статистика за сентябрь 2024 года. То есть в октябре она обновится, и мы более подробнее узнаем, что же там происходит, да, то есть что там будет статистика, о чем будет говорить, что больше людей стало идти работать, либо наоборот пошла какая-то деградация. Но пока, как я вижу по статистике, я вам сейчас все покажу, расскажу. Здесь очень интересно количество людей, PPS, выданных medical карт и главное, сколько людей работает, украинцев, и в каких сферах работает. Вот что очень важно и интересно это посмотреть и закрыть рты тем людям, да, которые думают обратное. Ясное дело, мы милыми, да, и нравится мы не можем всем. Даже когда там отменят нам все вот эти вот бонусы, выплаты там и так далее, ARP программу, понятное дело, будут те люди, которые в конце будут кричать, а вы все равно попали в эту страну что? Бонусом, да, на ковровой дорожке зашли, вас взяли на ручки, посадили, деньгами окропили, да, посыпали, то есть жилье дали вначале, то есть вам первых 2-3 года, да, за вами нянькались с вами как с маленьким ребенком или с каким-то щеночком, да, а мы вот такие вот работяги с трудом получали сюда визы, разрешения, контракты, ехали, работали на 2 работах, добивались, чтобы получать какие-то бенефиты, потом какую-то получить программу, снять тут жилье и так далее. Так что мы милы не будем никогда уже тем людям, которые настроены агрессивно по отношению к украинцам, потому что, я же говорю, поначалу были все злые, потому что там дали бенефиты бесплатно, бесплатное проживание, все живут, уже забрали и жилье дают только на 90 дней, и бенефиты уже забирают, то есть уже большинство украинцев не имеет права претендовать на те же выплаты, и все равно недовольствие, теперь недовольство, да, это ARP, ну, ARP, да, там серьезные разговоры уже в парламенте, так что я веду к тому, что все-таки украинцы, большинство украинцев взялось, собрались, как говорится, духом и пошли все-таки работать. Кто пошел на повышение курсов, уже отучился и работает по какой-то новой специальности, кто-то пошел на курсы языка. То есть в большей части украинцы в Ирландии не гоняют, как говорится, ветер, да, по дому либо квартире, а уже заняты делом, то есть в прямом смысле уже тех, кто шляется просто так и живет за счет государства, их минимальное количество от общего количества людей, которые, да, находятся в Ирландии. Сейчас вот на статистику на 2 июня 2024 года, да, 107 тысяч. В сентябре уже, да, то есть это уже прошло, получается, июнь, июль, август, да, и вот сентябрь, за 4 месяца, вот статистика, да, гласит, что уже 109, то есть, сентябрь еще не закончился, получается, за 4 месяца всего лишь 2000 человек, то есть, ну, это, конечно, видно сразу, что тенденция идет на то, что людей меньше приезжает, ну, потому что условия уже не такие комфортные, и те люди, которые сейчас находятся в Ирландии, то есть украинцы, они понимают, что все-таки много здесь очень адекватных украинцев, очень умных, да, с различными профессиями, и люди осознают, что нужно здесь как-то цепляться, и все-таки они это делают. И статистика об этом гласит. Сейчас мы подробно по каждому пункту разберем эту статистику, да, чтобы те, кто сомневается, сами могли зайти это и посмотреть. Здесь и размещение украинцев, где сколько людей проживает в каком каунте. Здесь очень подробная статистика, которая не придумана, да, украинцами, либо еще кем-то, а именно конкретно создана сервисом, которым, да, руководят ирландцы.
Давайте продолжим. Из самого, да, такого болезненной такой вот статистики, это всех сейчас ну, волнует программа ARP, да, и вот на 2 июня 2024 года статистика гласит, что э, живут, то есть размещены по ARP 26 тысяч украинцев. Это в 11 тысяч, почти 11,5 тысяч домохозяйств, то есть 11 тысяч хостов приняли вот такое количество украинцев, то есть 26 тысяч. То есть, ну, это семьи, понятное дело, что вот почему так, ну там, да, один хозяин, но он может сдавать как свою квартиру, да, и там может семья жить, например, из 3 человек, либо из 4, как и одиночке может комнату сдать, либо дом семье, то есть там уже различные манипуляции, варианты есть. И вот это официальная, да, статистика, которая уже подбита полностью, это на 2 июня, сейчас повторяю, по сентябрю еще нет полной статистики, так что если хотите, в октябре зайдете и кому интересно, сами все это увидите. 26 тысяч из 107 тысяч, которые, да, получили PPS именно. То есть активно находятся на территории Ирландии примерно 80-85 тысяч. Не больше, потому что люди постоянно приезжают, уезжают, и PPS не сразу закрываются. Нужно время, чтобы человек, да, уже не был в системе, его не видно было по той или иной причине. Так что из 85 тысяч 26 тысяч, да, но это солидная сумма все-таки, солидная сумма, которая, количество, в смысле, людей, которая зависит все-таки от этой программы, вы понимаете, то есть, если программу каким-то образом отменят, либо видоизменят, то, конечно, это ударит по огромному количеству людей. Но в то же время, хочу сказать, статистика гласит, что большинство тех, кто живет по ARP, кстати, они и работают. А претензия, да, правой партии Шон Фен, да, ирландской, главное в том, что почему, когда украинец работает и живет по ARP, он не платит. То есть он должен пройти просто тест по нуждаемости, по доходности. Если он в состоянии платить, да, там какую-то 1000 за тот дом или квартиру, ну, и ему будет хватать по статистике, да, и статистика в Ирландии, то есть есть квалификация, по какому принципу, если там не хватает тебе на оплату аренды, да, то ты подаешься там на суплемент и так далее, то есть есть механизмы, но главная фишка в том, если ты работаешь полный рабочий день full time, то что? Правильно, ты полностью считаешься уже независимым человеком, который может себя обеспечить, потому что есть статистика, которая гласит, что если человек работает, он может себе позволить и снять квартиру, и себя прокормить и так далее. Там же идет средняя, вы понимаете, да, по комнате температура. Там же не говорится в статистике о том, что нужно жить в Дублине, в центре, питаться только в ресторанах, каждый день, каждый месяц путешествовать. Нет, там же есть конкретная статистика, сколько на человека нужно получать, чтобы считаться человеком, который, да, там не бедный, который может себя более-менее как-то обеспечить. Если у него уже не хватает денег, он подается на различные программы, различные какие-то дотации от уже правительства. И вот получается по РП такая статистика, видите, тут расширенная статистика. Прям гляньте по каунти, сколько где людей живет по этой программе. Давайте же посмотрим, где самое большое количество, да, кто больше всего наживается на программе ARP. Какой же каунти, ребята, какой же округ, да, что мы видим? Конечно же, Дублин, ребята. Потом Донигел, тут какой-то, так, Клэр, тут какой-то некорректный перевод, не знаю. То есть, то еще Утерфорд, Вексфорд. Это то, что больше 1000, да. Что еще? Лонгфорд. То есть, ну, в принципе, Дублин ведет почти 4000 хостов в Дублине. Так что Дублин больше всего получается в Дублине, в столице, там, где принимаются все решения. То есть люди там больше всего приняли украинцев, да, про вот этой вот прекрасной программе, которые скоро, возможно, будут каким-то образом, да, менять, либо видоизменять, понятное дело, не отменять. Главное, знаете, что ее, конечно, сейчас не отменят на данном этапе. И тут все подробно, мы не будем дать эту статистику подробную, видите, сколько всего, сколько детей,
сколько стариков, инвалидов, все тут указывается полностью до единиц. Погрешность, да, там написано в некоторых параметрах погрешность может там быть от 2% и до 12 максимум, потому что люди постоянно, да, перемещаются, я же говорю, по PPS, и многие там как-то не закрываются сразу, то есть и вся статистика немножко бывает погрешность. Но даже тех же 10% или 12%, да, это не такая прям сущная, ну, как сказать, в общей картине ты все равно понимаешь, ты ее видишь, да, если там больше 50% украинцев работает, то даже если погрешность 10%, ну, значит 40, да, там 45, это понятно. Давайте сейчас рассмотрим главное, да, кому что интересно, конечно, это сколько же украинцев работает, главное, для чего я это записал, чтобы люди посмотрели, да, те, которые сомневаются, что большая часть и подавляющее число украинцев все-таки в Ирландии уже нашли себя. Ясное дело, они работают не на высококвалифицированной работе, потому что незнание языка, да, неподтвержденный диплом, но все равно люди работают, и я думаю, если не работают, даже если программу ту же ARP каким-то образом отменят, они смогут себя обеспечить, они смогут снимать тоже жилье за деньги, да, либо найти самим, то есть уже они смогут, и они уже независимы будут так сильно от государства, как это было в начале, когда только все начали приезжать. Так, смотрите, вот статистика по секторам, где и как, да, сколько украинцев работает в каком секторе экономики, да, в Ирландии. Это очень важно, но обратно же по этому сектору много вопросов. И я понимаю, что когда говорится, что погрешность может быть 12% и так далее, не забываем, что люди увольняются, база данных может не обновиться быстро, уезжают, приезжают, то есть здесь можно скептически относиться до какой-то статистики, но она является официальной. Это не какая-то там, знаете, шарашкина контора. Давайте посмотрим. Общее количество, да, за август, есть вот за август 24 года, август буквально, да, сейчас сентябрь, конец сентября, вот за август. Подбиваем итоги, да, всего в экономическом секторе насчитывается в Ирландии 45 тысяч человек, да, украинцев, которые в той или иной мере работали, либо работают. Обратно же, тут общая картина. Здесь не указано, уволился, пришел, они зафиксирован, что человек работал, потом он ушел, да, он потом попадает в другую статистику, тут общее, понимаете, общее количество тех, кто работал, либо работает, то есть, либо человек мог выйти на 2 недели поработать и потом обратно, да, вернуться на социальные выплаты. Это понятное дело. Давайте даже уменьшим эту число, это 45 тысяч, давайте 40 тысяч. В Ирландии находится, мы же уже говорили, 85 тысяч вот в данный момент, там плюс-минус, да, там пару тысяч может в ту или иную сторону. Но даже если 40 тысяч человек работает, ясное дело, что большая часть из них работает по различным вот этим вот программам типа ТУС, да, где там не полный рабочий день, то есть понятное дело, что я же говорю, что full time работает меньшее количество из 45, 40 или 45 тысяч, да, но все равно не полный рабочий день, если человек работает, то он уже не получает те же социальные выплаты, то есть он все равно работает и уже деньги свои, хотя не полный рабочий день своих там 300 евро, либо 200, либо 150, то сколько, он уже их зарабатывает все-таки своей работой, а не просто сидит и гуляет по паркам, там, не знаю, ездит по экскурсиям и тратит деньги налогоплательщиков. Нет, все-таки он что-то делает. И, возможно, потом, после того, как он поработает не полный рабочий день, он захочет что? Перейти на полный. И хотя бы он уже будет знать, как работает система, он погрузится, да, в эту всю атмосферу и как-то лучше станет воспринимать язык. То есть это все все-таки ему идет на благо. И давайте посмотрим, что у нас здесь по статистике, ребята. Деятельность по размещению и питанию. То есть, ну, питание, да, общепит 14 тысяч. Это очень много. Оптовая и розничная торговля. То есть супермаркеты, магазины, вы понимаете, то есть 7 тысяч. Производство, ну, фабрики, заводы 5 тысяч. Разные сектора, это я не знаю, не буду углубляться, вы сами все можете, да, это увидеть. Мне было интересно, вот, государственное управление и оборона. Думайте, государственное управление и оборона. Мне вот это было интересно. Почти 600 человек, короче, работает украинцев уже в Ирландии на государственных каких-то работах, да, и даже в обороне. То есть где-то там даже они фигурируют в военной, я понимаю, так, структуре. И это, конечно, неплохой результат. Финансовая
и страховая деятельность, да, как я понимаю, меньше всего. То есть туда пустили меньше всего украинцев. Также здесь статистика есть про все вообще полностью, да. Даже есть статистика о том, кто приехал с какой степенью, вы понимаете, то есть научной там и так далее. Вообще, сервис отличный, и вы можете увидеть общую картину того, что происходит с украинцами в Ирландии. И как мы видим, все-таки большая часть, да, вот даже 40 тысяч, если мы вот так вот, да, погрешность убрали, работает. Ну, работает, там, например, один человек в семье. И вот, пожалуйста, если он работает полный рабочий день, там, другой человек, да, из семьи получает там бенефиты, то есть он получает их уже урезанными, не в полной мере, и все-таки семья уже считается более-менее, ну, себя может обеспечить. Единственное, да, это претензия остается, это, я же говорю, программа ARP, и, в общем, то, что жилье, да, многие не платят, то есть статистика того, что сами жилье снимает, это меньше всего, то есть, я же говорю, 26 тысяч живет по программе ARP. И вот претензия главная, что по факту уже работает многие, то есть большинство. Сейчас мы посмотрим статистику, кстати, по выплатам. Сколько украинцев получает выплаты, чтобы многие посмотрели и поняли, что таких уже просто меньшинство. Так что не нужно тыкать, да, всегда будут какие-то элементы, которые будут как-то захотеть пропетлять, но большая часть уже, я же говорю, одумалась, и я доволен и рад, что все-таки люди хотят остаться здесь и строить свое будущее в Ирландии. Перед тем, как мы перейдем, да, к выплатам, к самому сочному, да, все-таки хотел еще акцент ну, остановиться на такой статистике, да, которая уже за сентябрь, да, за вот 109 уже тысяч, да, украинцев, то есть тех, кто получили ППС, неважно, они уехали, приехали, но они уже в статистике, они какое-то время пожили в Ирландии, они оставили свой след, и то есть они уже будут фигурировать в этой статистике до последнего, до финала. И что интересно, ребята, мужского ну, населения, в смысле, пола приехало в Ирландию из всего количества, то есть это считается и дети, то есть старики, и, ну, образно, да, мужской пол, 43 тысячи, а женщин 65. Так что это, да, сомнительно, что говорят многие мамочки, сами поприезжали. И, кстати, сейчас статистика есть по тем, кто женат, то есть и больше приехало женатых, то есть в прямом смысле семьями приехали. Так что не знаю, кто как там выезжал, но как видите, мужчины выезжают, и значит большинство выехало на легальных основах, да, потому что 43 тысячи мужского пола, то есть в Ирландии украинских беженцев 43 тысячи. Это такой показатель, мне кажется, он меня удивил. Я думал меньше, но, конечно, когда я вообще, да, мы вот ходим там, ездим по Ирландии и по другим, да, странам Евросоюза, конечно, да, оно ощутимо, что в какой-то даже в каких-то местах ты видишь, что даже больше мужчин, чем женщин. Так что, видите, все как-то суетятся, как-то, значит, болячек хватает, как-то выезжает. Это не я говорю, это говорит статистика. Так что не думайте, что я пытаюсь тут что-то, какие-то конспирологию какую-то, да, разводить. Вот медицинские карты, статистика, то есть все, ребята, здесь есть. Мне просто тут, ну, тут читать и читать, то есть и реально ты сидишь и вникаешь в это, и как-то, ну, оно интересно посмотреть реально, как, да, кто приехал, как твои земляки, да. Плохо, что нет статистики, да, по областям именно Украины, сколько с какой области приехало именно в Ирландию. Вот это мне статистика была бы интересна, кстати, очень сильно. А вам? Так, ну и вот самое сочное, да, все хотят это знать, сколько же сейчас украинцев получает пособий, то есть сколько людей получает пособия, да, сидят на них и так далее. Не забываем, еще раз повторяю, семья может работать, один человек может работать в семье, другой может сидеть, да, на выплатах по тем или иным, иной причине. Но по факту эта семья считается уже, которая себя может обеспечить. Давайте мы скажем цифру, да, это 32 тысячи человек. Но, ребята, половина из них это детское пособие. То есть вот эти вот 140, да, 140, я так понимаю, евро, которые выплачиваются раз в месяц. И из этой статистики, ну, 15 тысяч таких человек. То есть 15 тысяч можно убрать. То есть если убрать вот эти 15 тысяч, да, то остаются еще 15 тысяч, там, пусть 17, да, тысяч,
которые, я так понимаю, получать полное, да, пособие в той или иной мере. То есть обратно же, если человек работает там не полный рабочий день, там может работать 10, там 12 или сколько часов, понятное дело, им там еще какую-то часть доплачивают интрео, понятно, но это уже не, то есть большую часть он зарабатывает сам себе. Даже давайте, если округлим, пусть 20 тысяч человек получает бенефиты даже в полном объеме, да. Но вы понимаете, что я уже, только что мы видели статистику по работающим, это 40, больше 40 тысяч человек, которые работают. То есть, как ни крути, уже статистика гласит о том, что большая часть, подавляющее большинство украинских беженцев, которые проживают в Ирландии, на сентябрь 2024 года, они работают, они обеспечивают себя. Много есть вопросов, понятно, кто как там пытается манипулировать всеми этими, да, моментами, кто-то там специально выходит на неполный рабочий день, да, и не ищет на полный и так далее. Этот момент уже мы не будем его учитывать. Понятное дело, что многие уже экономические туристы прям едут с бедных стран Восточной Европы, да, чтобы здесь в прямом смысле просто устроиться на ту же стройку, неважно куда, потому что в час платят уже там на стройке 13-14, а то и больше. И понятное дело, что человеку, он приезжает конкретно, чтобы заработать. Его семья может даже находиться там в Польше, либо в Испании. Мужчина приехал, получил защиту и просто как на заработки приезжает. И то же самое семьи. От этого я тоже не собираюсь ни от кого ничего скрывать. Я думаю, не раскрыл никакую военную тайну. Люди приезжают в прямом смысле, чтобы даже уже зарабатывать. Потому что Ирландия привлекательна еще тем, что все-таки тут в час платят достойную зарплату. Да? Особенно если ты какой-то специалист, так это вообще не обсуждается. Плюс не забываем, что даже на всех стройках, многих таких вот сложных предприятий, фермах там и так далее, грибные вот эти фермы и все остальное, там прям предоставляют вагончики, либо жилье, какие-то общежития. И что человек приезжает, даже не платит за жилье, получает свои 13-15, да, в час. И спокойно за полгодика, за годик отработал. И потом обратно там в Испанию, либо 3 месяца, да, как раньше был без виз. 3 месяца посидел, уехал. Это тоже факт, и не нужно его отрицать. Много экономических туристов, это да. То есть жалко, что эти экономические туристы потихоньку, да, занимают просто места тех, кому по-настоящему нужна защита. Вот и все. Я никому не открыл, еще раз повторяю, Америку. И есть такие люди, и их достаточно. Вначале люди приезжали не за работы, не из-за того, что здесь в час больше платилось, да, а из-за того, что просто был полный пансион, не то, что полный пансион, а был, да, были выплаты 235 евро плюс жилье, плюс там еще и ваучеры вначале давали, там и одежду, и что только не давали. И плюс вот эта война, да, вот эта вся ситуация, многие люди просто выехали из своих бедных, да, поселков, сел, городков. Люди, которые работали тоже в Украине на низко неквалифицированной работе, получали там свои 4-10 тысяч, да, а здесь они приехали, вы вдумайтесь, человек получал пособие больше, чем его зарплата в раз в 5, да, и он думает, вау, вот это класс. Увидели Европу, города, страну, то есть люди, многие из-за этой, да, войны, ну, получается так, они себя, да, как говорится, теперь они в лучших условиях, вот в прямом смысле, то есть им и не хочется даже уже возвращаться, потому что даже работая здесь, тем же, да, разнорабочим, каким ты был в Украине, здесь ты себя можешь чувствовать намного комфортнее и зарабатывать больше денег. Так что это многих мотивирует просто остаться, потому что работать за каких-то 10 тысяч гривен, да, и еще и под бомбами и так далее, под ракетами никто не хочет. И те люди, которые уже вкусили эту жизнь, да, европейскую, тем более в Ирландии, да, в такой роскошной стране, то, конечно, я думаю, обратно он уже не захочет вернуться. Но это лично мое мнение и видение, да, и общение с людьми, которых я вижу и знаю. Так что статистика гласит о том, что все-таки уже меньшинство тех, кого можно назвать халявщиками. Я рад, я доволен. Напишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по всей этой статистике. Ссылочку на вот этот сайт, да, который собирает статистику в Ирландии, я оставлю. Можете ознакомиться, можете многим теперь показывать, да, рассказывать и говорить, что украинцы все-таки вносят лепту, вносят часть, да, своих налогов, своих мозолей, да, и пота в экономику Ирландии, что может не радовать. Вот такие сегодня
сегодня новости. Вот такой вот сервис, который показывает статистику. Она собирается по всем аспектам, по всем тут параметрам в Ирландии. Так что это не только касается украинцев. Можете посидеть, посмотреть, как говорится, развить свои общие знания. Ну что, держу в курсе.